Прослушайте беседу с больным 65 лет. До начала заболевания успешно работал инженером. Образование высшее, женат, имеет взрослых детей. Первые признаки заболевания возникли около года назад без какой-либо внешней причины. Откуда у вас такие представления, что там нет? Матвей Иосифович, пожалуйтесь, что вас беспокоит, какие ваши дела? Ой, беспокоит меня все, и дела мои совсем никудышние. Что же плохо? Что плохо? Да все плохо, не могу ничего сделать. И только лягу, встану, опять ложиться хочется. Вот, аппетита никакого нету. Ну вы хоть чего-нибудь немножко едите? Да сегодня яйцо съел. Ага, ну вот молодец, обязательно есть нужно. Так, еще что плохо? Что плохо? Холодно. Холодно. Ну вы что, вы всегда так мерзнете? Потому что... Да нет, раньше не мерз, а сейчас, наверное, организм поддался. Еще что плохо? Холодно, нет аппетита, еще что? Ну, нет аппетита и... Вот то, что я не в состоянии, вот это мне очень плохо. Не в состоянии чего? Да ничего не могу сделать, не в состоянии ничего. Ведь вы, в общем-то, человек, который до последнего времени работали, да? Вы когда перестали работать? Да перестал работать уже в этом году. Как в этом году? В каком сейчас? Ну, в 94-м. То есть еще вот в январе вы еще работали? Ползал еще. Нет, в январе уже не работал. Ага, значит, в 93-м вы перестали работать. Так, что же помешало работать? Вот, что... Ну, здоровье, что нет здоровья. Нет здоровья. Вот что именно в здоровье? Что вам мешает работать в первую очередь? Что вам мешает? Мешает то, что сил нет никаких. Ага. Вы считаете, что у вас очень выраженная слабость, да? Да. Ну-ка, дайте-ка мне руку, сожмите. Ну-ка. Вот как сжали руку. Сила-то физическая у вас достаточно хорошая. Да нет. А? Да нет, это так кажется. Это только кажется? Конечно. Понятно. Еще что в здоровье плохо? Ну что, радикулит пробил, вот всю ногу, всю. Вот, ага. Вот ну, хотя вот и ходите... На эту сторону и лечь даже не могу. Понятно. Хотя ходите вы вроде бы не хромая, но болит там, да? Болит. Понятно. Еще что болит? Что еще в организме вам плохо? Голова болит. Голова болит. Как болит? Где? В какой части? Ну и затылок болит, и здесь вот болит, в висках. Так, еще что болит? Сердце вы чувствуете как-то? Сердце очень слабо работает, потому что я был перед этим у кардиолога. Пульс 100. Очень выраженный пульс. Да, а давление совершенно было никудышнее. Низенькое, 100 на 60. Ага, ну дайте я посмотрю ваш пульс. Совсем никудышний. Нет, ну я чувствую. Достаточно ровный, хотя давление, видимо, действительно невысокое. Так, значит, говорите, сердце слабо работает, да? Ну, вы его как-то чувствуете или вы его никак не чувствуете, свое сердце? Да ломило вот дома, я волокордин принимал. Помогало? По 15 капель, немножко помогало. Немножко помогало. Так, еще что вас беспокоит? Желудок, кишечник беспокоит? Ну, кишечник, вот видите, совсем ничего не выходит. Совсем нет стула. Сколько времени уже нет стула? Да давно нет практически, и дома не было, и тут нету. Ну, практически, или вы все-таки по чуть-чуть немножечко ходили? Или совсем не ходили в туалет? Ну, чуть-чуть было в последнее время, где-то числа, наверное, 30-го. Ну, 30-го. Да. 30-го это почти месяц назад. Да, да. Так, еще что вас беспокоит? Вы вообще вот с почками, почки вас никак не беспокоят?
Ну, почки вроде не беспокоят, Да. я сам не знаю, как Ага. они там работают, Да. не работают. Мочеиспускание все нормальное? Нет, А что такое? да уже не могу и сходить по-маленькому. Что значит не можете? Не могу, нет сил. Сил нет? Да, просто видно, эти атрофировались нервы. Нервы атрофировались? Ну да, вот не могу даже пописать сходить. Угу. Но вы говорите, что у вас, в общем, там не медицинское образование. Откуда у вас такие представляют, что там нервы атрофировались? Ночью, вот сегодня ночью вы вставали, мочились? Вечером? Один раз только. Один раз. Ну, нормально помочились? Ну так, еле-еле помочился. Ага. Ну что, очень долго не было мочи? Да, долго. Вот так вот. Понятно. Сейчас есть ощущение, что мочевой пузырь полный, что хочется его опорожнить? Есть такое ощущение, но ничего сделать не могу. Понятно. Значит, с этим надо поработать. Понятно. Так, вот, а что с вашим кишечником? Как вы себе представляете? Что там такое? Да я представляю, что он забит весь, и все, опорожниться не могу. Ага. Что, твердый живот? Ну, еще не твердый, да, наверное, уже будет твердый, потому что я никак не схожу в туалет. Угу. Ну хорошо. Но мы с вами говорили о том, что для того, чтобы, в общем-то, можно было ходить в туалет, нужно что-то есть, а вы едите-то очень мало, да? Ну, я мало, потому что я боюсь есть, не опорожнюсь. Ага. Ну, вот мы с вами обсуждали, что для того, чтобы кишечник нормально работал, должна поступать пища, особенно овощи. Вы едите что-нибудь из овощей? Да ел чуть-чуть борща, вот и все овощи. Понятно. Так, теперь вы мне скажите, разница какая-нибудь есть вот в зависимости от времени суток в вашем состоянии? Когда вы себя лучше чувствуете, когда похуже? Ну, утром очень плохо, Угу. а потом чуть-чуть получше. Со сном как вы спите нормально? Ну, сегодня вот Нормальный у вас? Или... Да не нормально, откуда он нормальный? Угу. Скажите, Нормально ложишься, встаешь, как положено. а у вас как? А у меня, если я уже завалился, я встать не могу. Скажите, днем, вот я не видел, чтобы вы днем лежали, да? Вы не спите днем? Нет, я лежу много, но там холодно очень. Лежишь, Ну, скочишь. под одеяло можно залезть. И под одеялом. И у нас в холодно. отделении не так холодно. В общем-то, никто из больных, кроме вас, не жалуется, что холодно. А? Ну, видно, у них в порядке организм, поэтому они не жалуются. Понятно. Вот, Матвей Ильич, несколько раз было так, что вы отказываетесь пить таблетки. Чего-то говорите, что таблетки не нужны. Это что значит? Я насчет таблеток не говорил. Не говорили, да? Нет. Ну вот мне просто сейчас, когда мы с вами вот шли сюда, вы мне сказали, что больше я уже таблеток пить не смогу. Не смогу, потому что сил уже нет. Ну, для того, чтобы выпить таблетки, это же больших сил-то не нужно. Взял и проглотил. А? Да не глотается, вот еле-еле сегодня проглотил. Даже глотать не получается. Но вот опять-таки мы говорили, что не очищен у вас кишечник. Нужно сделать клизму для этого. Как вы к этому относитесь? Ну, клизму сделать, во-первых, это на один раз, и все равно уже я не добегу до туалета. Что значит не добежите? Не добегу, у меня сил нет. Ну, мы с вами поднялись сюда на второй этаж, и уж как-нибудь с помощью персонала, я думаю, что все будет нормально. Нам нужно же очистить кишечник. Вы согласны? Ну, нужно очистить. Ну почему же вы тогда отказываетесь от клизмы? Говорите, не надо. Почему не надо? Потому что не получится ничего, холодно. Раздеться даже я боюсь. Ну, там раздеваться-то надолго не нужно для того, чтобы провести эту процедуру. Значит, ее обязательно нужно провести, вы должны обязательно собраться. Значит, все-таки поточнее, опишите мне ваше настроение. Какое у вас настроение? Да какое самое плохое. Угу. Вот как его можно описать?
Вот плохое настроение, оно бывает. И тоскливое, злое, тревожное. Какое у вас? Как его точнее описать? И тоскливое, и тревожное. Угу. А вот что значит тревожное? Что вас, какие страхи, какие тревоги вас беспокоят? Можете сформулировать? Чего вы боитесь, может быть? Всего боюсь. Ну, Матвей Иосифович, пока вы под надзором врачей, бояться ничего не нужно. Вы должны собраться, выполнять все инструкции врачей, все лекарства, которые вам назначают, обязательно нужно принимать, и сил у вас для этого хватит. Вы должны четко следовать всем инструкциям, и, конечно, очистить кишечник тоже нужно, наверное, сегодня это все сделать, и, пожалуйста, не отказывайтесь. Будете выполнять наши требования? Ну, я не знаю, а как не выполнять, если заставляют? Но нужно собраться и обязательно все сделать, чтобы был и кишечник освободился, и чтобы весь ваш организм пошел на поправку. Согласны? Ну все тогда. А до этого вот... У больного отмечается целый комплекс эмоциональных расстройств, нарушений мышления и соматической дисфункции. Это сочетание тоски, тревоги, подавленности, нарушений сна, сверхценных и бредовых идей ипохондрического характера, заниженная самооценка, нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы, задержка стула. Все эти расстройства характерны для депрессивного синдрома. Обратите внимание на ухудшение состояния в утренние часы, типичное для эндогенной депрессии. Тоже на нервной работе целый день драли.